Только посмотрите, друзья, какая это вкуснятина. Такие обалденно вкусные кабачки вы еще точно не готовили. Кабачки вкуснее мяса. Рецепт очень простой, так что можете сразу же записывать продукты, идти в ближайший магазин, покупаете 2 небольших кабачка и тоненько их нарезаете. Я воспользуюсь вот такой теркой для овощей, вы можете нарезать при помощи ножа. Вот так довольно тонкими ломтиками нарезали кабачки. Отправляю кабачки в миску. На 2 кабачка добавляю чайную ложку соли и хорошо перемешиваю. Рецепт очень простой и вкусный, я сразу записала его в свою любимую кулинарную тетрадку и точно буду готовить его все лето. Друзья, я тоже вам очень рекомендую приготовить обязательно эту вкуснятину. Кабачки отставляем на 10-15 минут в сторону, чтобы они постояли, а тем временем разбиваю в миску 2 яйца и отделяю белки от желтков. Нам понадобятся только яичные белки. Вернемся к нашим кабачкам, они уже постояли с солью и благодаря соли стали мягкими. Теперь нам нужно хорошенько отжать кабачки от сока, от лишней влаги, потому что чем больше сока останется в кабачках, тем больше придется добавлять муки, но если вы хотите добавлять муку по минимуму, тогда просто отожмите хорошенько кабачки от сока. Здесь у меня 3,5 столовых ложки кукурузного крахмала. Вместо крахмала вы можете использовать муку. А также добавляю свои любимые специи. Немного сладкой паприки, итальянские травы, сушеный чеснок, я его очень люблю, и немного черного молотого перца. И теперь хорошенько перемешиваем кабачки с крахмалом или с мукой и со специями. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Друзья, у этого рецепта есть маленький секретик. Для того, чтобы наши котлетки из кабачков получились как хрустящие чипсы, очень вкусные, нам нужно взбить яичные белки до такой вот пышной густой пены. Благодаря яичному белку в сочетании с крахмалом котлетки сверху получатся хрустящими, а внутри мягкими, нежными и очень сочными. Это такая вкуснятина, вам просто словами не передать. Обязательно рекомендую попробовать самим и напишите мне комментарии, как вам понравится этот рецепт. Конечно же, делитесь с друзьями. Вот так хорошо смешиваем взбитые яичные белки с кабачками. Посмотрите, какие они нежные, как облачко. Тесто невероятно воздушное, и котлетки получатся очень хрустящими. Я ставлю разогреваться сковороду с растительным маслом. При помощи ложки набираю немного кабачковой массы с белками и выкладываю в горячее масло. Обжариваю на среднем огне буквально 3-4 минуты с каждой стороны. Следите, чтобы огонь был умеренным и котлетки из кабачков не горели. А тем временем, пока жарятся котлеты, я предлагаю приготовить вам очень вкусный, очень простой и быстрый соус к нашему великолепному блюду из кабачков. В миску отправляю сметану или йогурт, добавляю немного специй, у меня это сладкая паприка, соль и немного черного молотого перца. А также 1 зубчик чеснока. Трем чеснок на терке или выжимаем при помощи чесноковыжималки. Немного зелени придаст свежести и яркого вкуса нашему соусу. У меня небольшой пучок петрушки, меленько нарезаю. Вы можете вместо петрушки взять укроп, базилик или кинзу, смотря что вы больше любите. Хорошенько измельчили зелень и добавляю ее в соус. Перемешиваем соус, и если вы хотите, по желанию, можно добавить немного лимонного сока. Вот так, отжимаем небольшую дольку лимона в соус и еще раз хорошо перемешиваем соус до однородности.
Все, соус готов, он получается очень-очень вкусный и прекрасно подойдет к нашим жареным во фритюре кабачкам. Аккуратненько переворачиваем котлетки на другую сторону и жарим еще 2-3 минутки с другой стороны. Только посмотрите, друзья, какие румяные, аппетитные, вкусные, красивые котлеты из кабачков у нас получаются. И продукты здесь самые простые, найдутся в ближайшем магазине, так что я думаю, что такие кабачки можно готовить все лето. Когда наши котлеты обжарятся, аккуратно снимаем их со сковороды. Посмотрите, какие они румяные, золотистые, очень-очень вкусные, друзья. И обжариваем следующую партию. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Котлетки по вкусу получаются совершенно не жирными, очень нежными и, как я уже говорила, очень-очень вкусными. Просто божественно вкусные котлетки из кабачков. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Вкуснее всего кушать в горячем виде с соусом, но также вы можете их подать в холодном виде или разогреть. Все, друзья, делается очень быстро и просто. Спасибо за ваше внимание. Делитесь рецептом с друзьями, подписывайтесь на канал. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока и скоро увидимся.